Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В этом интересном видео я расскажу вам историю о женщине, которая долго терпела эмоциональную боль и физическое напряжение. Я расскажу, как ее дочь научила ее быть живой. Посмотрите это видео до конца. Эмоциональная и физическая боль – это сигналы мозга, с помощью которых мы познаем и мир, и себя. Они влияют на отношения с другими людьми. Но что происходит, когда боль подавляется и замалчивается? Откуда вообще берутся установки, заставляющие терпеть и скрывать эмоции? И в этом видео, я повторюсь, расскажу о женщине, которая долгие годы отказывалась признавать факт, что ей тоже бывает больно. Ближе к 40 годам она нашла истоки многих психологических установок своих в детстве. Одна из них «мне не больно». В течение жизни эта установка не раз ударяла ее по голове с требованием признать обратное. Шагнув в детские воспоминания, она поняла, что весь героизм, которым она так гордилась, совсем не от силы характера, а от страха показаться слабой. И ряд историй из детства это убедительно подтверждают. Она хорошо помнила себя с 5 лет, не считая там обрывочных воспоминаний более раннего возраста. К этому моменту девочка Таня уже была практически сложившейся личностью, как и любой среднестатистический 5-летний ребенок. Да, в 5 лет мы видим мир уже вполне сформированным характером, со своими реакциями, со своими предпочтениями и, увы, со своими комплексами. И что заложено в ребенке к этому периоду, с тем он и пойдет дальше, если не подкорректировать какие-то нюансы. Болезненный развод родителей и принципы советского, постсоветского воспитания, отсутствие эмоциональной теплоты от мамы убедили Таню к 5 годам в одном – боль нужно терпеть и скрывать. Повторюсь, убедили ее к 5 годам – боль нужно терпеть и скрывать. Никому нельзя показывать слабости, нельзя создавать никаких неудобств и заставлять переживать тех, кто рядом. Первые запомнившиеся истории, прожитые по этому принципу, естественно, детсадовские. Чтобы не расстраивать воспитателей, она молча, без единого звука терпела всевозможные манипуляции. Одна из них довольно забавная и мучительная одновременно. В 5 лет на вечерней прогулке ей вдруг непременно захотелось узнать, влезет ли ее голова в круговой узор железной решетчатой беседки. Да, голова влезла, но не вылезла. Тело оказалось с одной стороны решетки, а голова с другой торчала. При всех попытках испуганных воспитателей вернуть любопытную голову на сторону тела, Танечке было больно и страшно. Но она помнила, что показывать боль и страх нельзя. И чтобы не расстраивать воспитателей, она молча, без единого звука, без единой слезинки терпела всевозможные манипуляции по изъятию головы. Спасением для нее стало ведро воды и хозяйственное мыло, которое совершило чудо. И маме, которая в эту минуту зашла за ней после своей работы, выдали дочь мокрой, но целой и невредимой. И, кстати, потом мама ее не пожалела, не обняла, не накрыла своей материнской любовью. Нет, мама Таню отругала и наказала. Еще один случай, хотя далеко не единственный, приключился уже в 7 лет, в лето прямо перед школой. Таня сломала руку, опять же из любопытства, пытаясь пройти из конца в конец по качелям весам. Дойдя почти до финиша, она вдруг резко взлетела и приземлилась. И осуществиться этому трюку помогла такая же смелая девочка, которая прыгнула на другой край качелей. В итоге Таня упала,
очнулась гипс, как в кино. Правда, там не было бриллиантов. И в ее случае до гипса дошло не так быстро. Скорая воспитательница всю дорогу переживала за ее и плакала. В больнице она, не переставая всхлипывать, каждые 5 минут спрашивала у девочки: «Таня, тебе больно?» «Нет, мне не больно». Мужественно, сдерживая слезы, отвечала девочка, чтобы успокоить эту воспитательницу. Но после этих слов воспитатель почему-то плакала еще сильнее. В жизни эта девочка, уже взрослая женщина, говорила себе и миру вокруг: «Мне не больно». Когда ей было так больно, когда страдало тело и душа, это стало своего рода у нее программным шаблоном. Не позволять себе признаваться в слабости и не показывать эту слабость другим. Программный шаблон. Да, она вышла замуж, да, потом развелась. Потом начались постоянные проблемы по гинекологии, одна операция, потом гормоны, потом вторая операция, потом опять гормоны, потом истощение яичников. Но она не связывала эти расстройства репродуктивных органов с внутренним конфликтом. Мне не больно. Хотя на самом деле ей было очень больно. Весь ужас проблемы она осознала, когда ее дочь в 5-летнем возрасте попала в инфекционную больницу. Ситуация была тяжелая. Ей кололи 6 уколов в день с несколькими антибиотиками от всех предполагаемых инфекций. И она ни разу, как и прежде при таких процедурах, не произнесла ни звука, чем привела в восторг весь медицинский персонал и других мамочек. Потом на консультации со мной уже взрослая девочка Таня говорила: «Я заложила дочери программу терпения и чувство стыда от признания боли». Еще в больнице мама Таня говорила своей доченьке: «Какая ты сильная моя девочка, какая ты смелая, как я горжусь тобой». А на 10-й день уже перед выпиской, после последнего заключительного укола, как только медсестра вышла из палаты, ее дочка так отчаянно заплакала, даже зарыдала. «Мама, мама, мне так больно. Все эти уколы такие болючие, я не могу уже терпеть, сил моих нет», – прокричала девочка. «Почему же ты не сказала мне об этом? Почему не плакала, если тебе было больно?» В потрясении спросила мама Таня. «Мама, мама, ну ты так радуешься, что все дети плачут, а я нет. Я думала, ты за это любишь меня сильнее, и тебе будет стыдно, если я заплачу», как бы извиняясь, ответила ее дочь. В это мгновение у Тани не передать словами, как заныло сердце и всколыхнуло всю массу эмоций, от чувства вины до проклятия и даже жестокости по отношению к собственному ребенку. Дети – наши отражения. Мама Таня заложила дочери программу терпения и чувства стыда от признания боли. Нелепое подбадривание и похвалы в терпеливости и смелости создали представление в уме ее дочки, что за это мама любит ее больше, чем если бы она плакала, как все дети. Понимаете? В 42 года Татьяна после нескольких операций, с миомой матки, после 2 разводов, с истощением яичников, после многомесячной личной консультации и терапии со мной, наконец позволила себе, не стыдясь, говорить миру вокруг: «Мне больно». Потом она сказала своей доченьке: «Никогда не терпи боль, никакую. Если тебе больно, говори об этом. Не стыдись признаться, что тебе больно. Не бойся быть слабой. Я люблю тебя разную, потому что ты моя девочка». Уже взрослая девочка Таня была счастлива, что после курса консультаций она наконец услышала и себя, и своего ребенка, и смогла вовремя отключить эту программу самоуничтожения, занесенную родовым вирусом. Да, ее личная перезагрузка произошла только в 42 года,
когда она, наконец, позволила себе и другим, не стыдясь, говорить: «Мне больно, если больно». И это не слабость, как раньше она думала. Это обычная, необходимая и адекватная реакция, чтобы спасти себя от еще большей раны и душевных ран. Этот опыт научил ее тому, как важно услышать саму себя. Как важно услышать ту маленькую девочку, которую когда-то давно задавили взрослыми установками, обидами, упреками. Это позволяет в будущем понять и услышать своего собственного ребенка. Уберечь свою собственную дочку или сына от необходимости проходить долгий путь душевного и физического исцеления. Я очень надеюсь, что история, рассказанная в этом видео, поможет вам услышать себя, услышать свое тело, своих детей, своих мужей, свою душу. Спасибо, что посмотрели до конца. Буду рад вашим позитивным комментариям и историям. Благодарю, что подписались на мой канал. Напоминаю, что если у вас уже есть какие-либо психосоматические расстройства гинекологии, неврологии, эндокринологии, в жизни, в своем здоровье, в своей судьбе, вы всегда можете записаться на консультацию по видеосвязи со мной. И чтобы это сделать, проходите по ссылке в описании под этим видео и начинайте восстанавливать свое тело, свою жизнь, свою судьбу. А я, как всегда, желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапега.